Сегодня я хочу посетить одно очень интересное место. И это дом на дереве Ильи с канала Тайные тропы. Один раз я уже тут был. Правда, тогда даже стен еще не было. И мне очень интересно посмотреть на конечный результат вживую. Но еще я взял с собой бензопилу. А вот зачем, вы скоро узнаете. А вот и домик. Отлично. Осталось совсем чуть-чуть. Ничего себе. Вот это домик. Прямо на берегу речки. Очень интересно, что же у него там внутри. Последний раз я сюда приезжал, наверное, где-то летом, даже, по-моему, в сентябре того года. Поэтому очень интересно посмотреть, что же он тут сделал. Когда я был последний раз, здесь даже каркас был дома не закончен. Вот сейчас я смотрю, он все сделал. Опа. Все такое небольшое, компактное, скажем так. Сосульки висят. Очень необычное местечко. И сразу же бросается в глаза, что домик по-настоящему лесной. То есть он сделан практически без использования каких-то привозных материалов. Нет, естественно, пришлось вот эти крепежные болты и шпильки использовать ему, да, чтобы для надежности все это было понадежнее держалось. И, естественно, дабы не засверливаться в сами деревья. Решил он поберечь деревья, и это правильно. И крыша, да, там андулин или что это, я не особо понимаю. А так, в целом, смотрите, все из валежника. Стены. Как я смотрю, да, доски, напиленные с помощью бензопилы. А вон у него даже переправа сделана через реку, представляете? Вообще обалдеть. Интересно, холодно здесь будет сегодня ночевать или нет? Потому что в ночь вообще обещают похолодание до минус 20-22 градусов. Заодно и проверим возможности этого домика на дереве. А тут вообще какая площадка шикарная, да? Супер! Созерцать красоту русла реки. Я хочу сделать здесь лавку. Если будет время и возможность, то еще и столик небольшой. Поэтому надо занести вещи в домик, затопить печку, чтобы у меня было теплое местечко, где я смогу согреваться. И заниматься делами, которые я сегодня запланировал поделать. Заодно сейчас посмотрим, что там внутри. Так, а где же вход-то? Не вижу. Вот, наверное. Необычно. Такое ощущение, что находишься в капсуле космического корабля. Все стены обиты утеплителем специальным, отражающим тепло внутрь помещения. Но внутри минус 5 градусов.
на улице показывает -10. Не будем тепло тогда выпускать. Да, места, конечно, не очень много. Но, по сути, это не гостевой дом, в котором задача разместить много людей. Это место, где любой человек может зайти, переночевать, ну, порыбачить, например, да. Ну, а зимой просто погреться, как вариант. Здесь ощутимо теплее. На улице -10, а здесь -4,8, 4,7. Ну, температура немножко гуляет. Уютненько. Уютненько. Сейчас вещи сюда покидаю. Хорошо, когда в доме есть баллон с газом. Очень удобно. Такой газовой горелкой раскочегаривать печку. Не надо мучиться со спичками, с ножом, что-то щепки какие-то делать, бересту искать. Вот. Прям буквально 2 минуты и уже начинают дровишки схватываться. Кстати, дров тут нету, надо сейчас заготовить будет немножко, чтобы тепло-то было. Не поверите, уже тепло прям ощутимо. Давай. Сначала непривычно так было находиться в столь маленьком помещении. Ну, можно сделать более компактное жилье, и она от этого ничуть не становится хуже, а наоборот даже, наверное, получше, потому что буквально 10 минут печь работает, тут уже вон показывает 33 градуса. Ну, там, конечно, термометр близко к печке находится. На самом деле градусов сейчас, наверное, 10-15 точно есть. Но в любом случае показатель просто сумасшедший. То есть помещение прогревается, ну, невероятно быстро. И это, конечно, шикарно. То есть я так думаю, что в печку достаточно будет закинуть прям буквально, ну вот, пару таких поленьев, поставить поддувало, закрыть полностью, оставить минимальный просто приток кислорода в печь. И, блин, всю ночь буду спать с комфортом. Немножко погреюсь. Как раз чайку попью горячего. И пойду пилить. Мне начинает нравиться, прикольненько. Уютно так. Единственный рюкзак, может быть, придется мне на улице оставить в ночь. Но повешу куда-нибудь, да и все, чтобы там животные не лазили. А что там лазить? Еды там нет, в принципе. Лепота. Еще и вид в окошко. Прям на реку. Отлично. Отличное дерево для
лавки, которые я хочу сделать. Для начала возьму дерево и распилю пополам, распущу его ровно по центру. Это будет у меня сиденье самой лавки. Ну, ножки, опоры, на что она будет опираться, тоже, в принципе, выпилю из этого ствола дерева, но немножко там подровняю, сделаю специальные чаши, чтобы сиденье лавки легло удобно и надежно на бревна. Интересно, насколько я знаю, Илья мучился с пилением этих бревен, этих деревьев. Посмотрим, что будет у меня. Надеюсь, все получится быстро. Ну, за час управлюсь с лавкой, потому что я еще хотел сделать стол. Прям вот, смотрите, впритык. Самым кончиком пропилил. А длина шины 16 дюймов, сколько это? 42, по-моему, что ли? Сантиметра или 40. Ну, кто знает, напишите в комментариях. Отлично. Ну, для скамейки в любом случае это очень большая высота. То есть надо где-то, наверное, вот так вот пилить. Короче говоря, проще будет по месту уже выпиливать. Ну или зачем там мусорить здесь? Подогнать лавочку. Второй пенек сейчас сделаю. Подгоняю по размерам, по высоте, какая будет удобная высота для того, чтобы сидеть на этой лавке. И просто переношу туда, чтобы, во-первых, и таскать меньший вес, потому что придется укорачивать столбышки вот эти вот. Ну и, во-вторых, чтобы там не мусорить. Да, пилю второй пенек.
Ну, вроде ничего. Лавка держится. И два человека здесь спокойно могут разместиться. Даже при желании втроем можно сидеть. Кстати, что вспомнил-то? Мне же прислали топор не так давно. Ах, вот такой вот. В общем, в январе месяце, не буду говорить дату, примерно в середине января у меня был день рождения. И так получилось, что еще в декабре у меня один человек спрашивал мой домашний адрес, куда можно отправить презент. То есть это не было приурочено ко дню рождения, либо вообще какому-то празднику. Просто человек решил подарить мне топор. Имя, к сожалению, я не знаю, но, в общем, фамилия этой семьи, да, и семья Виноградовых. Сейчас я вообще найду бумажку, у меня она где-то тут есть с собой, и зачитаю, что там, опа, уронил, что там было написано вместе с этим топором. Была бумажка вложена. Здравствуйте, Алексей, здоровья вам и вашей семье, пишет вам Елена, дарит вам топор без злого умысла. Этот топор мы нашли, перекапывая огород. Он пролежал в земле больше 20 лет. Сейчас подниму, а то потеряю тоже потом, кто-нибудь через 20 лет найдет его. Я не хочу такой топор терять. Вот. Год изготовления 1958. Папа его очистил от ржавчины и сделал красивую рукоять. С одной стороны, где плывет лебедь, плохо удалили ржавчину, из-за этого остались некрасивые раковины. Мы всей своей большой семьей, два брата, мама, папа и я, смотрим ваш канал. Ну и как бы на этом все. То есть Елена, фамилия, я точно знаю, что это Виноградовы. Семья Виноградовых, какой город, я не буду называть. Ну, мало ли, да, чтобы лишний раз не деанонимизировать людей. Короче говоря, топор шикарнейший. Ну, я не знаю, о таком топоре можно только мечтать. Рукоять ручной работы. То есть, ну, человек заморочился и все вручную это сделал. Ну и сам топор, топорище само, да, вот это вот, как она называется, колющая часть. Она облегченная, то есть здесь такая выемка сделана. Ну, это ну, как походный считается. И вот к чему я вообще разговор привел. Получилось так, что этот топор пришел прямо в мой день рождения. Это прям, конечно, такое шикарное совпадение, которое не может не радовать. Но это еще не один подарок, да, то есть мне еще люди прислали венецианскую, по-моему, свеча называется. Я с собой ее не стал брать, потому что она, ну, просто шикарнейшая, и я боюсь ее сломать, побоялся ее сломать. А так, конечно, было бы здорово в землянку ее, например, там принести и оставить. Ну, я не знаю, то есть я сейчас небольшое видео вставлю, нарезку. Свеча выглядит великолепно. Такой классный штампель, печать, да, была на коробке, что меня тоже удивило просто, ну, под старину. Сама свеча выглядит, ну, я такого ни разу не видел никогда, ее даже жалко поджигать. Наверное, гореть она будет долго. И, скорее всего, как-нибудь я ее подожгу, но это будет приурочено к какому-то празднику. И тоже она пришла прям буквально, эта свеча, через там 2-3 дня после моего дня рождения. Вот так вот. Что, надо дровишки наколоть.
Так, надо воды набрать. Сейчас выпилю отверстие и наберу воды. И знаете, какая идея посетила? Как обычно, такие мысли всегда на природе посещают меня. Сделать стол, все-таки сделать стол, но сделать его изо льда. Во-первых, я потренируюсь со льдом работать, это первое, да, а во-вторых, ну, будет необычно. Единственный недостаток, конечно же, что этот стол растает рано или поздно. Но ничего страшного, я думаю, Илья сделает себе уже потом в дальнейшем стол такой, какой он хочет. Нет. Фу. Цепь порвалась. А почти закончил. Так обидно. Запасной цепи нет у меня. Ё-моё. Сейчас попробую все-таки вытащить как-то, может быть, топором обтесать эту льдышку и все-таки использовать ее как стол. Ну, блин, что, просто так зря, что ли, старался. Обидно. Yes. Фу. Ай, блин. Стол придется уменьшить немножко. Ну да, ладно. Главное, хоть какой-то сделать. Если бы не цепь, то я бы точно смог сделать круглый стол. Точнее, столешницу.
невозможно напиться горячим чаем. Уже второй стакан выпил. Ну, в целом, с лавочкой получилось все, как я и хотел. Ну, а со столом, сами видели, если бы не цепь, то, конечно же, я бы закончил начатое. Я хотел сделать вот такой вот круглый стол. Ну, взял пенек, который был здесь у Ильи. Взял бы, ну, я и сейчас его взял, неважно. И поставил бы вот эту столешницу круглую. Ну, ничего страшного, в принципе, мне и этого стола хватает. Хотя, конечно же, для такой атмосферы, ту, которую я хотел создать, ну, не совсем подходит этот стол. Ну да ладно. Главное, что в домике тепло, в домике на дереве. Здесь тоже у меня своя атмосфера. Чайная церемония проходит. Пью чаек, ем чокопай. И я думаю, можно начинать готовить. Я сегодня хочу приготовить свиные ребрышки. Ну, я их нарежу там по 2-3 ребра где-то, да, в кастрюльку кину, смажу оливковым маслом. Не знаю, почему я оливковый взял, но почему-то так решил. Апельсин выжму туда, чтобы он немного запах цитрусовых таких ароматов придал, да. И все это дело посыплю еще и специями, смесью перцев. Потом часика 1,5-2 дам настояться. Как раз у меня здесь где-нибудь будет костер догорать к тому моменту. И, соответственно, пожарю свиные ребра на углях. Я думаю, будет очень вкусно, потому что я ничего сегодня не ел, а время уже приближается к 8. Ну, вот так вот неожиданно, раз, и уже стемнело. Провозился я со столешницей. Чаек допиваю. И начинаем мариновать свиные ребрышки. Аромат перца, апельсинового сока и оливкового масла. Это просто что-то невероятное. Ну, наверное, еще сейчас все вот так вот утрамбую и сверху положу апельсины. Вот дольки апельсина. Пусть все это дело пропитывается запахом цитрусовых. О. Ну, я думаю, минут, наверное, 40, а может быть и поболее еще все это дело будет прогорать. Можно еще поискать мелочев какую-нибудь. Мелкие бревнышки, ветки. И сюда покидать, сидеть у костра. Почему бы и нет?
Все равно я сегодняшним днем доволен. Во-первых, я знаю, что буду спать в комфортном, уютном помещении. Сейчас у меня будет сытнейший просто ужин. Ну да, немножко не получилось со столешницей изо льда. Но это был опыт. В следующий раз лучше брать запасную цепь с собой. Надо этот момент тоже учитывать на будущее. А так вообще великолепный день. Даже удалось лавочку сделать. Ну а если Илье не понравится, она что-нибудь другое сделает. Или на дрова спустит ее. Отлично. Выглядит уже шикарно. Согласитесь, да? Приятный вид. Так, что там с углями? Выглядит аппетитно. Надеюсь, что на вкус будет так же. Да тут лишнее. О, сейчас шикарно. Скворчат аж. О, пахнут отлично. Я думаю, готово. Что, попробуем? Ну-ка. Мясо прожарилось. С жирком. Просто супер. Знаете, вот все равно такие впечатления, как будто бы я нахожусь в капсуле космического корабля. Я уже, по-моему, говорил об этом. Очень необычный интерьер в виде вот этого фольгированного утеплителя. В то же время это какую-то особую изюминку придает, как мне кажется. Ну и дерево, ствол прямо сквозь дом проходит. Я вообще подумываю тоже о строительстве домика на дереве уже на самом деле очень давно. Но есть ряд обстоятельств, по которым я пока этим делом еще не занялся. Если строить домик на дереве, то хотелось бы построить его такой, ну, во-первых, да, высоко очень сильно, то есть там метров 5-6, чтобы он был от земли. Ну и, соответственно, чтобы он был не маленький, чтобы там можно было разместиться вдвоем. Ну, а еще лучше, чтобы там веранда, например, была, да, на которой можно было бы выйти, ну или балкончик, сидеть и любоваться
пейзажами природными. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы была река. Без реки уже третий проект точно мне не нужен. Чтобы можно было рыбачить, наконец-таки, научиться. Ну и всегда доступ к воде, это тоже хорошо. Попить, помыть руки. Ну, а в целом я не против. Вообще, так-то мысли такие есть. Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли мне построить домик на дереве. Ты что ли, Илюх? Че пугаешь так? Че пугаешь так? Я тебе написал в телеге. А, Весил, думал, точно тут. ну давай. Ой.